Всем hello, всем hi, всем здравия, ребятки. И сегодня мы будем из этой кучи джинс шить очень необычный клеш. А в конце этого видео вы узнаете, как получить именно эти джинсы, которые мы сегодня сошьем. Прикиньте, бесплатно. Для начала надо разложить наш материал и определить ситуацию, что же мы с ними будем делать. Так, я определил, что... И так, я определил, что вот эти вот две пары будут у нас основным расходным материалом. Для начала я срежу вот эти штуки, потому что длина мне не сильно важна, а распарывать долго. А зачем нам тратить ценное время, правильно? Как вы уже помните с прошлого ролика, вот такие лучше внутренние швы не распарывать, а вырезать. А вот этот, как я предполагаю, должен хорошо распускаться, поэтому я вам покажу, как их распускать правильно. Вырезаем внутренние швы, распускаем внутренние швы. Ля-ля-ля. Так, тут мы внутренне вырезали. Ля-ля-ля. Глистик, луковые колечки из-под низу. Тут они тоже с-под низу вырезаны. И сейчас я с помощью распарывалки, можно с помощью лезвия, можно с помощью чего угодно. Вот этот бачок мы чуть-чуть скроем тут и чуть-чуть скроем тут, чтобы понять, с какой стороны нам тянуть за ниточку. Сейчас. Так, и тут я вскрыл этот шовчик. Пробуем тянуть с этой стороны для начала. Ой. О, пошло. Как держать? Во, видите, все, пошел шов. Соответственно, также мы распускаем вот этот. И оно оттуда доходит до сюда, и вам не надо будет полностью распарывать или вырезать. То есть вы сохраните материальчика, и если распарывать, то у вас не раскрошатся ниточки эти везде, да? Вот так. Вот оно вот так вот у нас тянется, растянется по всему периметру. И все быстро максимально просто. А где нитка? А вот. Видали вообще? Классно я снимаю, да? Ничего не видно. Ля-ля. Так, все распорото, возвращаемся к основе. И тут нам будет нужно определить длину, от которой у нас будет постепенно там дальше идти расширение, да? Вот, я взял чуть выше колена, и оно так пим-пим-пим. Вот, 40 сантиметров я взял, вы можете взять сколько вам будет удобно и хотите. Так, бам-бам, все отрезали, это сохраняем, нам обязательно когда-нибудь пригодится. Сейчас берем сеточку, эти все дела, и идем гладить и присечивать сеточку. Да, заделать дырочки и выпрямлять штучечки всякие. Туда. Вот сюда. Так, все это дело проглажено. Сейчас срежем лишнюю длину для того, чтобы залатать эти дырочки. А длина у нас лишняя, потому что нам не понадобится она. Вы узнаете дальше почему. И с помощью сеточки и материала будем латать дырочки. А ты поставил лайк и подписался на канал? Подпишись, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой телеграм, пожалуйста. Так, получается, вырезал кусочек джинсы побольше дырочки, паутинку. Подложил это все. Сейчас прогладим по периметру. Главное, по паутинке не гладить, потому что это пластик, он поплавится. Надо аккуратно вокруг пройтись. Короче, сейчас за кадром все это проделаю, да, и потом вам уже приклеенное там и тут покажу. Так, вот все у нас приплавлено. Это с передней стороны, вот внутри оно вот так выглядит. Можно срезать это, конечно. Вот, думаю, этим сейчас займусь, да. То есть, паутинка это типа пластмасса, она подплавляется и... О, не поддеть. Будем срезать. Обрезание. Ха-ха-ха. Пимосик. Ой-ой-ой-ой-ой. Перекус хисаничек. Так, я... Вот те джинсики, которые у нас были дополнительные, чуть их укоротил. И сейчас будем сшивать. Все покажу. Для начала их сошьем, правда. Вот
Вот в этих частях. Чик-чик-чик, чик-чирик. Все дела, да. Может, кто-то уже понимает, что получится у нас, а может, кто-то не понимает. Прошил, останется прогладить, а раз уж я буду гладить, а это включать утюг, то я заранее бахну картиночки на все кармашики. Ну как на все? Бам, бам, бим. И потом их тоже проглажу через тканюшечку, блин, да. Сейчас будем акрилом по ткани рисовать логотипы. Так, я думаю, уже кто понял, тот понял, тот, кто понял, тот понял. Нам останется шить вот узкую часть с вот этой нашей частью, и тут узкую часть с вот этой нашей частью. Не знаю, стоит ли это показывать. В чем прикол? Вывернуть внутрь просто и сшить между собой, то есть лицевыми частями друг к другу, чтобы шовчик был внутри у нас. То есть так, бам, и да. Может, сейчас покажу. Особо смысла нет это показывать. Но, может, снизойду и покажу, блин. Это мой настоящий... Ладно, все. Короче, шорты я просто вывернул и сопоставил изнутри это все, потому что так проще. То есть, вот внутренняя часть. И... Да. Не знаю, как вам объяснить. Тут нечего объяснять, на самом деле, как будто даже. То есть вот это шорты, а это вот эта внутриковая часть просто приложена туда, чтобы проще было прошить. И вот они состыкованы по точкам. Бам-бам, бим-бим, натянул, серединку словил, там бом-бом. И просто во время прошивания периодически поправляешь. Ну, короче, ладно, покажу промежуточный вариант. То есть, вот эти штуки, которые мы составляли для ориентировки. И вот оно просто сшито между собой, то есть верх и низ. Ничего мудреного я выворачивал просто потому, что так удобнее шить. Вот оно просто по периметру сшито. Сейчас обработать край, пришить это, зашить вот это, и одна ножка готова, и также со второй. Бэм-бэм-бим-бим. Вот такие вот красотки у меня получились. Да, ой, чуть не упал старый. Так, не совсем клеш, но и клеш как будто... Что думаете, спас или испортил, блин? Ой, попочка какая-то, блин, принтики, все дела. Что думаете? Йоу, ну и вот такие вот малышечки у нас получаются. Сейчас вам подскажу замеры и расскажу про конкурс, в котором они будут разыгрываться. Полуталия у нас 43, полубедра 54, длина 114, выход 40. На том видео я был в нейроках где-то около 184 сантиметров. Ну и по поводу гива, как же получить эти малышечки бесплатно? Сейчас я выпускаю вот это видео, которое вы смотрите, и в течение 7 дней у меня в телеграм-канале проходит на них гиф. То есть вот вы досмотрели, переходите в ТГ, там гиф, надо подписаться и нажать «Участвовать». И все, и ждете, пока пройдет 7 дней, и там в канале будут результаты вот этого вот гива рандомайзера. Да! Ну и получается все, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на телегу, на этот YouTube канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и... Всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр еще раз, пишите в комментах свои мысли, пожелания насчет видео, всякое такое, там советы, не советы, не знаю. Все, всем пока. Всем спасибо за 300 подписчиков.